Сегодня я поделюсь с вами одним из рецептов супа. Очень простым, очень вкусным. Как всегда, список продуктов вы найдете в описании под видео. Начинаю с того, что наливаю в кастрюлю холодную воду и опускаю туда куриное филе. Можно взять любую часть птицы. У меня филе. Оно варится примерно 20 минут. Но если у вас крылья или голени, держите на огне чуть дольше. Если хотите приготовить суп без мяса, это тоже отличный вариант. Он получится наваристым и вкусным, благодаря грибам и овощам. Накрываю кастрюлю крышкой и ставлю на плиту. Пока вода греется, я занимаюсь картофелем. Беру одну крупную картофелину, нарезаю ее кубиками среднего размера, не слишком мелко. Кастрюля у меня на 2 литра. Этого вполне достаточно. Займусь курицей. Достаю ее из бульона, даю немного остыть, чтобы потом нарезать кубиками. А если у вас есть отварная курица, то просто добавьте ее в конце варки или сразу в тарелку. Высыпаю картофель, добавляю лавровый лист и немного соли. Пусть картофель варится. Переходим к овощной части. Нарезаю мелко луковицу. На сковороду наливаю растительное масло, выкладываю лук и начинаю обжаривать. Спасибо вам огромное за лайк после просмотра видео. Так больше людей узнают о доступных и вкусных рецептах. Пока лук жарится, беру морковь. Натираю на средней терке. Вот небольшой совет. Если у вас есть тыква, смело заменяйте морковь ей. Она так же, как и морковь, придаст супу легкую сладость и цвет. Морковь отправляю к луку на сковороду. Жарю ее еще пару минут. Теперь очередь шампиньонов. У меня крупные. Нарезаю их сначала пополам, потом пластинками, чтобы они быстро и равномерно прожарились. Кладем грибы к овощам. Немного присаливаю, чтобы они пустили сок. Для аромата и глубины вкуса добавляю специи для первых блюд без соли. Обратите на это внимание, чтобы не пересолить. В составе прованские травы, базилик, розмарин, кориандр. Они вместе создают потрясающий аромат. Обжариваю все на среднем огне пару минут, чтобы специи раскрылись и не подгорели. Добавляю небольшой кусочек сливочного масла. Оно придаст заправке нежность и сливочный оттенок, а в супе хорошо ощущается. Курицу нарезаю кубиками. Не буду показывать этот процесс подробно, чтобы не затягивать видео. Добавлю курицу обратно в кастрюлю, где уже варится картофель. Дальше добавляю обжаренные овощи с грибами. Они сразу делают суп ярче и насыщеннее. Еще один мой секрет – добавляю около 100 граммов плавленого сыра. Он растает в бульоне и сделает суп более сливочным, мягким. Если хотите, этот шаг можно пропустить, от этого суп будет не менее вкусным. Спасибо вам за теплые слова в комментариях, мне очень приятно. И это вдохновляет снимать для вас новые видео. Если у вас есть вопросы, пишите, постараюсь ответить по возможности. И вот, когда суп практически готов, кидаю нарезанную петрушку в кастрюлю и даю провариться пару минут. Горячий ароматный суп с легкой сливочной ноткой и потрясающим ароматом прованских трав. Такой суп идеальный выбор и для обеда, и для ужина. Особенно он радует в прохладную погоду, когда хочется чего-то согревающего. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новые простые и вкусные рецепты. Готовьте с удовольствием!